Всем привет! Я недавно просмотрел конкурс в Телеграме, и на первом месте я увидел классную работу и узнал там знакомую аватарку. На ней был Кирилл Сидорец. Дело в том, что мы с ним давно знакомы, и сегодня я у него в гостях. Кирилл, привет! Привет, Дима! Рад тебя видеть. Спасибо, что пригласил. Первый вопрос. Какие итоги конкурса? К сожалению, пока итогов нет. Ребята все еще проводят там какое-то голосование внутреннее, пытаются решить, кто все-таки победил, и пока, да, мы все ждем итогов. Да, надеюсь, что попытаюсь в этом году быть одним из победителей. По-моему, главный приз – это возможность поработать в компании Telegram. Что ты думаешь об этом, если тебе предложат? Но на данный момент, на самом деле, мне нравится та компания, в которой я работаю. Это компания The Open Platform. Мы занимаемся развитием инфраструктуры блокчейна Тон, и я бы сказал, что мы все равно делаем некоторые вещи внутри самого Телеграма, и мне нравится с этим работать, мне нравится работать с Тоном. Отвечая прямо на твой вопрос, я не знаю. Кирилл, ты успел поработать в ВКонтакте, в МТСе, но интересно узнать, как ты начинал свою карьеру дизайнера. Я 18 лет получил свою первую серьезную работу в коммерческом дизайне. Потому что до этого, когда я еще учился в школе, я что-то делал в дизайне, ковырялся в фотошопе, делал оформление тем на форумах за 200-300 рублей буквально. И наверное, с тех пор, когда мне было лет, наверное, 14-15, я как-то увлекся дизайном, потом как раз попал после школы в студию, которая занимается разработкой мобильных приложений. Я, после школы такой думал, куда я пойду? Или институт, армия, или пойду как-то работать, развиваться как дизайнер. Мне это было на самом деле интереснее всего. То есть после школы? Да, я просто отправил... Тогда был рейтинг Tagline, наверное, сейчас, если я просто уже не слежу, и я нашел компании в этом рейтинге, которые находятся на первых местах по разработке мобильных приложений. Я просто отправил в каждое из них письмо, что я такой зеленый молодой дизайнер, я хочу развиваться в дизайне, я хочу изучать это, мне это интересно, хоть даже бесплатно, платите мне просто на еду деньги давайте, и все, я буду полностью ваш. И так получилось, что я, приехал в Петербург. Одна компания предложила мне сначала стажировку, потом После этого письма? Да, мы с ними пообщались, созвонились, я приехал в Петербург после школы, и да, первые месяцы у меня даже не было зарплаты. И через 1,5 месяца, если я правильно помню, они мне предложили позицию джуниор-дизайнера. Круто. Потом, так получилось, что я перерос уже из джуниор-дизайнера, переехал в Москву, стал middle-дизайнером, когда работал в МТСе. Потом через МТС я попал еще в компанию ВКонтакте, в социальную сеть, и там я уже прокачался до позиции старшего дизайнера. В общем, этот весь у меня путь занял, наверное, до позиции прям такого крепкого сеньора лет 6. Я сейчас как раз на позиции тоже старшего дизайнера. Очень интересно. А скольким ты компаниям рассылку сделал? Да, наверное, первый десяток. Кто-то ответил, что они не берут на работу джунов, интернов, и им сейчас пока что не нужны такие специалисты. То есть я, можно сказать, просто делал рассылку в холодную. Да, прикольно. Да, это был такой шаг, который, мне кажется, на тот момент перевернул мою жизнь. То есть, будучи школьником, ты сделал рассылку, общался с ними, и потом закончил школу, сразу же переехал. Получается, ты первые 1,5 месяца не получал зарплату, да? Ты сказал, ты учился. Да. А на что ты жил? У меня были откопленные деньги, буквально, может быть, 1070 или 80. И я с этими деньгами приехал в Петербург, снял квартиру. Вернее, мы шерили с моим знакомым квартиру однокомнатную. И таким образом, все получилось. Да, я деньги накопил, я занимался, еще когда в школе учился, рисовал автомобили на заказ. Там тогда еще, до появления искусственного интеллекта, цифровой арт, он очень пользовался спросом, на мой взгляд. И я рисовал автомобили на заказ для заказчиков из США, Новой Зеландии, Австралии, в общем, стран, где можно продать, допустим, какой-то рисунок за 15-20 тысяч рублей, для них это не будут большие деньги. За 15 тысяч рублей? Да. 2017 год? Да.
Серьезно? Они достаточно охотно покупали. С кем-то я торговался, кто-то такой, блин, для меня это дорого. И я спускал цену там до 5000 рублей, до 3. Ага. Ну, в общем, вот просто пытался заниматься таким бизнесом. Как тебе удавалось продавать за такие деньги? Слушай, я не знаю, я просто вкидывал цену. Есть кто-то соглашался, кто-то не соглашался. У тебя было какое-то портфолио, чтобы вот это продавать? У меня был Инстаграм, который до сих пор существует. И да, я просто продавал это через Инстаграм. Я просто массово писал людям в Инстаграме. Знаешь, много автолюбителей, они публикуют свои автомобили в Инстаграме. Там они просто кучу фотографий своей тачки выкладывают. И я под каждой фотографией писал: классный автомобиль, если вдруг тебе интересно, я могу его нарисовать. Вот. И они прям, правда, отвечали на это сообщение и писали мне в директ. Офигеть. Да. Ну, потом я в какой-то момент выгорел, и мне стало это уже не очень интересно. И вот я начал заниматься полноценным дизайном. Будучи школьником, Да. ты не вкладывался сильно в учебу, судя по всему. Да, я был троечником, а иногда даже двоечником. Да. Так, давай подытожим про начало карьеры. Ты сделал рассылку, просто сделал рассылку в топ-10 компаний Санкт-Петербурга. Тебе кто-то ответил, сказали: окей, мы тебя возьмем без портфолио, без опыта. 1,5 месяца ты поработал там без зарплаты, и потом тебе сказали: ладно, приходи джуном. Да, все так и было. Так было. Да, дали оффер прям полноценный, настоящий. Офигеть. Ко мне часто люди приходят на консультацию и спрашивают: а как мне там устроиться на работу? Твоя история, я ее перескажу, твою историю, потому что это действительно круто. А долго ли ты работал в той компании, где тебя вот как раз взрастили? Там получился у меня 1 год, там была студия, которая просто брала заказчиков, вела их, и у меня постоянно менялись проекты, и мне хотелось, знаешь, какого-то более такого серьезного продуктового подхода, где я мог бы влиять на продукт, например, проводить исследования, более вдумчиво как-то заниматься развитием функциональности самого продукта. Вот. И таким образом я просто потом увидел где-то в телеграм-канале вакансию в МТС, откликнулся, и вот так у меня произошел переезд. Достаточно быстро там все получилось. Я только сейчас понял, что сразу после школы ты пошел работать. Да, все так. Ты не пошел дальше учиться. То есть у тебя нет высшего образования? У меня нет высшего образования. Как тебе не стыдно, хочу я спросить? Конечно же, шучу. Не знаю, как у тебя, да, у меня родители там всегда говорили, что должно быть высшее образование, оно обязательно и прочее. Да, у меня родители так же, как и твои, тоже говорили, что высшее образование – это важный элемент твоей, наверное, взрослой жизни. И все мои там на тот момент, когда мы учили в школе, друзья, одноклассники поступали в высшее учебное заведение, но я почему-то для себя, знаешь, сразу же, вот прям как-то у меня в голове был там, наверное, еще с 9 класса трек, что я иду сразу же работать, не поступаю никуда, потому что, мне нравился дизайн. У нас в России на тот момент хороших, наверное, университетов, которые обучали бы дизайну за там небольшие деньги, а я из небольшого города, у нас там нет огромных денег на обучение в той же самой, например, британке или высшей школе экономики. Не было университетов просто, и я сразу же как-то понимал, что если я пойду, допустим, учиться на ту специальность, которая мне будет неинтересна, то я, возможно, потеряю много времени, сил и даже средств на это, поэтому я сразу же выбрал для себя путь того, что мне нравится. Вот. Слушай, звучит, конечно, поэтично, но не жалел ли ты об этом? Я жалел, наверное, знаешь, с точки зрения того, что у меня не было какой-то социальной жизни среди моих сверстников. Ребята... студенческие годы? Да, студенческие годы. У меня как раз такого этапа не было. Я сразу же как-то начал работать, погрузил себя в сферу, где все старше меня там лет на 5, 7, а то и 10. И у меня не было вот такой, знаешь, беззаботной жизни какой-то, наверное. Кажется, у меня в этом плане достаточно редкий кейс, потому что я сразу же понимал с 13-14 лет, что меня увлекает дизайн, увлекает создание чего-то такого красивого. После МТС ты работал во ВКонтакте. Расскажи, как тебе работал ВКонтакте? ВКонтакте это, честно говоря, это одна из, наверное, лучших компаний, в которых мне
в которых я поработал, в которых мне удалось поработать. Я там нашел много классных друзей, коллег, много научился, потому что школа дизайна ВКонтакте, я бы так его назвал, наверное, она достаточно сильная. И ВКонтакте меня научили, как работать и с теми же самыми там, дизайн-системами, с компонентами, с вообще продуктовый подход в целом, как болеть за свою работу, потому что ВКонтакте это не просто, я бы, наверное, сказал... Не знаю, как сейчас, но на тот момент, когда мы там работали, это было прямо даже не продукт, а прям целая, как сказать, философия, что ли. Все ребята, которые работали ВКонтакте, это просто уникальные и добрые, отзывчивые люди, вот, которые болели за свой продукт, который они делают. Им было не все равно. Сколько у вас дизайнеров было? На тот момент было немного дизайнеров, только в самой социальной сети дизайнеров 17, наверное. Сейчас я знаю, что уже команда прям значительно разрослась, особенно с присоединением того же самого Mail.ru на тот момент. То есть ты работал до присоединения? Да. Ну, я застал момент присоединения, но это уже было там в тот момент, когда я практически уходил из компании. Да, и сейчас там уже, наверное, человек около 100, может быть, даже больше, ну, включая всех дизайнеров, которые из Mail.ru перешли в ВКонтакте. А что именно ты делал? Мы занимались разработкой, я бы, наверное, сказал, экосистемы ВКонтакте. Это мини-приложения, которые значительно функционально расширяют возможности самого ВКонтакте. Занимался развитием самих мини-приложений, запускали всякие приколы. Приколы? ВКонтакте, ну да, наши спецпроекты. Например, мы запустили ВКонтакте на Новый год мини-приложение «Новогодний экспресс», где мы раздали, если я правильно помню, 10 миллионов рублей пользователям. Это были призы, там мы раздавали макбуки, айфоны. И это, да, мы сделали просто мини-приложение, где пользователи заходили, крутили рулетку, получали призы от наших там партнеров и собирали специальный, как это даже назвать, билет, чтобы пройти на розыгрыш суперпризов. Вот. И мы тогда, вот это приложение набрало 30 миллионов пользователей и стало там, да, одним из самых популярных мини-приложений в целом в истории ВКонтакте. Было, да, прикольно. Очень, очень классное время, драйвовое. Мы там занимались много чем. Да, и, ну, и также какую-то внутреннюю функциональность мы тоже делали. Там, вот, включая, например, генератор аватарок внутри чатов. Вот такой функциональности не было. Вот Telegram недавно ее, ну, как недавно, года 1,5-2, наверное, назад запустили. Вот, мы, наверное, первыми сделали тогда этот генератор аватара, где ты, создавая чат, можешь сразу же себе сгенерировать аватарку этого чата. То есть тебе не нужно там аватарку выбирать из твоих там картинок, фотографий. Звучит как само собой разумеющееся вот на данный момент. Типа, да. Почему так раньше не было? Ага, понял. Слушай, а ты еще сказал, что многому научился ВКонтакте. Да. Чему именно? Ну, вот именно как работать с продуктами, как развивать продукты. Те же самые харды я тоже подтянул хорошо ВКонтакте. Ну, работаю с дизайн-системой, потому что мы часто сами контрибьютили в эту дизайн-систему. Ну, допустим, тебе надо было сделать какой-то компонент или его как-то переработать. Ты просто делаешь этот компонент, добавляешь его в дизайн-систему, скидываешь лиду и говоришь, типа, ок, не ок. Тебе дают какие-то комментарии. И таким образом ты тоже учишься. Вот. Иконки я научился рисовать ВКонтакте, потому что там все иконки рисовали сами дизайнеры. Ну, то есть тебе нужна новая иконка, иди рисуй. Вот, у вас гайды были? Да. Там все правила, как что делать. Да, поэтому такие, наверное... Знаешь, я бы сказал, наверное, я там научился такой глубокой продуктовой работе. Так, а до этого ты как работал в МТСе тогда? В МТСе у меня не было, ну, то есть, да, тоже так же, но не было таких знаний, наверное, прям глубоких. Все, как у вас поступали задачи? ВКонтакте? ВКонтакте, да. Ну, у нас был продукт, с которым мы, кстати, до сих пор работаем. Мы с ним работаем в компании The Open Platform. И, да, он просто к нам приходил, говорил, что вот, ребята, надо сделать вот это. И мы делали, мы рисовали. Ну, спрашивали какие-то, конечно, вопросы задавали, там, куда, зачем, почему мы это делаем и так далее. Но это... У нас такой был отдел, который назывался Happy Santa. Это был уникальный, наверное, для ВКонтакте отдел, потому что наш SEO нашего отдела, он основал этот отдел внутри... Отдельно это был, то есть это раньше не был отдел внутри ВКонтакте, это была отдельно студия. И в один момент ребята из ВКонтакте предложили
купить этот отдел Happy Santa. И ты попал в эту команду. Да, я попал в эту команду, и как раз-таки основной кайф этой команды в том, что мы делали те проекты, которые, знаешь, были веселые, которые давали ВКонтакте возможность именно развиваться как такая площадка, где ты мог, допустим, повеселиться со своими друзьями. То есть не просто там общаться, допустим, но еще там зайти в какой-нибудь прикольный миниап, узнать там, сколько тебе осталось там, например, жить и так далее. Вот что такое там. Вот. То есть такое развлечение для пользователей. Да, и для меня, по крайней мере, это тоже была классная возможность именно, знаешь, подкачаться как дизайнер, создавая разные продукты, потому что мы работали с дизайн-системой ВКонтакте, но мы ее часто модифицировали и детачили компоненты, делали что-то свое, какие-то веселые проекты. Как часто делают плохие дизайнеры, детачат компоненты. Да. Ну, у нас просто была такая возможность легальная, я бы сказал. Поэтому часто, да, мы делали, конечно, те продукты, которые выглядели как нативный раздел ВКонтакте. Там я, конечно, ничего не детачил. Вот. Ну, например, тут тот же самый новогодний экспресс, о котором я говорил, там мы прямо сделали такой визуал, который не похож на ВКонтакте, а он был прям такой... Он был похож с точки зрения некоторых компонентов, но в целом это было вообще другое приложение абсолютно. Но внутри экосистемы ВКонтакте, потому что это был спецпроект. Вот. А какие были сложности работы? Наверное, это очень высокая скорость, потому что у меня иногда было 4-5 проектов одновременно. Вот. Ну, то есть, например, 4 миниапа за один раз. И тебе за один раз это за спринт или какой? Ну, имею в виду, там, например, в один промежуток времени. Вот, мне нужно было сделать что-то в одном миниапе, меня там команда тегает, в одном чате нужно вот это поправить, потом в другом чате, в третьем, четвертом, и вот ты вот так пытаешься жонглировать среди всех продуктов, которые у тебя есть. То есть за неделю, да, допустим, тебя могли пингануть из 4 разных продуктов, да? Тебе там надо было что-то сделать. Да, то есть ты как бы... Наверное, плюс работы в МТС был, что у меня не было вот такой высокой скорости. Я работал на одном проекте, у меня была прям, знаешь, такая погруженность в детали. Я мог там, не знаю, какую-то придумать новую идею, потому что я там работаю над этим продуктом большую часть своего времени, а ВКонтакте у меня было такое, что было там несколько проектов, и я не могу посвятить время одному проекту полноценно, потому что у меня там есть еще несколько других. Вот, это, наверное, была главная сложность, но... И это мне дало, наверное, возможность погрузиться в мультизадачность. Вот, я все-таки научился, мне кажется, этой мультизадачности. Тоже плюсы есть. Сколько проектов, условно, как ты считаешь, должен один дизайнер вести? Ну, в идеале, наверное, до 2. До 2? Да, что у тебя мультизадачность заканчивается цифрой 2. То есть у тебя нет возможности как-то детально погрузиться в проект, потому что тебя дергают с другого. Вот. Ну, например, мы в МТС проводили исследования частенько, потому что у нас была своя UX-лаборатория. Мы собирали респондентов, садились, просто слушали, что они говорят по поводу нашего продукта. Ну, то есть это прям была такая, знаешь, полноценная продуктовая работа. Вот, а ВКонтакте все-таки более высокая скорость, и не было возможности, допустим, провести какое-то исследование. Вот. Слушай, интересную тему исследования затронул. Ты проводил, да, исследования? Ну, вот в МТС, да, мы проводили исследования, сейчас мы тоже иногда проводим какие-то исследования. Опыт, в общем, есть. Да. Расскажи, каково это смотреть, когда твой дизайн, там, ты думал, что кнопка там понятна и все клево сделал, а сейчас там пользователь не может нажать и не находит эту кнопку, не читает подсказки, вообще все, что ты проектировал, все, что ты думал, что будет работать, вообще не работает. На самом деле это просто тебя как-то отрезвляет, это дает тебе понимание того, как лучше сделать. Ну, там, допустим, ты думал, что это будет работать, это не работает. Ну, просто садишься и переделываешь. То есть в этом плане, ну, это полезно. Потому что к нам приходили, допустим, когда я работал в МТС, респонденты совсем далекие от мобильных приложений, от IT в целом, и спроектировать интерфейс, который будет понятен таким людям, ну, это прям такой наш, я бы сказал, челлендж. Но да, у нас получалось. Это было, кстати, интересно. У нас была классная UX-лаборатория. У нас было 2 комнаты. Одна комната была для респондентов и интервьюера. Там была такая прям, знаешь, очень приятная домашняя атмосфера с удобными стульями. И другая комната для нас. И у нас было
такое стекло. С одной стороны, было видно, что происходит в комнате с интервьюером. Ну, как в фильмах, да? Да, как на допросе, я бы сказал. Понял. А с другой стороны, нас было не видно. И мы просто наблюдали, смотрели, что делает респондент. Все-таки в работе дизайнера, мне кажется, нужно сохранять вот эту холодную голову. Да, возможно, какие-то решения тебе кажутся очень очевидными, но эти решения будут неочевидны для твоих пользователей. А у тебя есть какая-то методика? Или ты просто вот, у тебя холодная голова всегда? Не всегда, наверное. Я смотрю, наверное, в первую очередь по фидбэку, который дают нам пользователи или, допустим, наша команда. Все-таки наши ребята, с которыми мы работаем, они тоже, наши пользователи, они тоже могут какой-то фидбэк свой дать. Но знаешь, у меня за время моей работы, наверное, уже сформировались какие-то понимания паттернов, что людям будет очевидно, что не очевидно. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Допустим, там, что все иконки нужно подписывать, которые не очевидны, там, кнопки подписывать правильно, какие-то нейминги хорошие давать. Вот. Может быть, это повлияло то, что я нарисовал достаточно там много приложений уже. Вот, поэтому... смотрим просто на фидбэк, тем более сейчас нам это сделать достаточно просто. Мы там делаем мини-приложение в Телеграме и видим сразу же прямой там фидбэк в комментариях, то есть там нам пользователи пишут, типа, что тут вообще ничего не понятно, как оно работает. Да, и мы принимаем во внимание этот фидбэк. Вот, поэтому... Интересно сказал, принимаем во внимание, да? А бывают хейтеры? Да, то есть и явно там, типа, приложение говно, да, там, и чувака что-то не устраивает. Как ты к этому относишься? Спокойно стараюсь. Бывает такое, да, что, конечно, обидный фидбэк. Бывает фидбэк по делу. Нам тут недавно как раз один наш пользователь нашего NFT-маркетплейса, который мы создали в компании, где сейчас работаю, под названием GitGems, один пользователь прислал прям, знаешь, такой многостраничный фидбэк, я бы так его назвал, где он прям по пунктам написал, что у вас работает хорошо, что плохо, и прям в документ в Notion собрал, там пунктов, не знаю, на 10, наверное. Прям так прям досконально все со скриншотами. И он еще написал, что как у вас это выглядит и как он бы это сделал. То есть он сам, видимо, дизайнер. И мы просто приняли во внимание этот фидбэк. Какие-то пункты мы отбросили, потому что там нам сейчас они не важны, или, может быть, у нас другие приоритеты. А какие-то пункты мы действительно взяли в работу, вот, и мы передали разработчикам, чтобы их поправить. И поправили у нас в дизайне. Вот, поэтому, да, бывает фидбэк хороший, как в этом случае, бывает какой-то, например, хейт. Вот, тут тоже как бы ты смотришь, стоит ли это вообще во внимание брать или нет. Некоторые вещи хорошо подмечены, и их действительно ты понимаешь, что надо сделать, но это у нас не в приоритете в продукте. Да. Что делаешь с этим? Часто приоритеты у продуктов, по крайней мере, у наших бывают обоснованными, четкими. У нас есть какой-то бэклог, по которому мы движемся, и впихивать в бэклог те доработки, которые, допустим, можно сделать через там несколько месяцев, бывает тоже иногда нецелесообразно. Вот. Или, как я сказал, вот мы в ВКонтакте были достаточно мультизадачные, и у нас была высокая скорость. Также и сейчас в текущей компании. Бывает, что мы делаем там несколько проектов одновременно, и там брать во внимание фидбэк, который, допустим, мы на него потратили бы там 3 дня разработки, и он бы не принес какого-то там результата, он бы был просто визуальное какое-то изменение в UI. Вот. Но у нас при этом есть продукт, который нам нужно спроектировать вот прямо сейчас. На какие-то ситуационные, например, проекты бывают. И мы скорее сделаем тот проект, который нам выгоден сейчас, чем дорабатывать, например, какой-то UI в том продукте, который, та доработка, которая не принесет нам какого-то видимого успеха и результата. Видимый успех и результат, ты говоришь про деньги. Да, скорее всего. Или про пользователей, да. Просто бывают продукты, где деньги не так важны, как пользователи, на мой взгляд. Что это за продукты? Например, мы недавно буквально запускали мини-приложение Eggfight Club, о котором я тебе тоже как-то тут рассказывал. Это был мини-ап, он скорее
работал как инструмент по привлечению пользователей в другие продукты нашей экосистемы. Ну, то есть... то есть какая-то другая, то есть не прибыль финансовая, но косвенная прибыль все-таки. Да. Все-таки... Наверное, да, но просто там То есть она, по сути, нам все равно принесет денег, как, целой экосистеме, да, продуктов. Но именно вот в нашем продукте была цель привлечь пользователей и перенаправить их на другие продукты экосистемы с помощью там собственных систем заданий. То есть, например, выполни задание в этом приложении, получи ачивку в нашем приложении. Вот таким образом. Понятно. Слушай, но вот я часто слышу историю, что в большинстве случаев, вот есть такой вот чаша весов. Некоторые ребята сравнивают это так. На одной чаше весов деньги, прибыль компании, на другой чаше весов пользовательский опыт, там явно ни один пользователь не хочет смотреть рекламу, да, но благодаря рекламе там есть деньги у компании и есть зарплата, которую тебе платят за это. Да. Как тебе удается балансировать вот на этой чаше весов? Отличный вопрос, с трудом. Но сейчас, знаешь, когда я только начинал заниматься дизайном, я был приверженцем того, что вот нужно только думать о пользователях и проектировать те интерфейсы, которые... Да. ты понимаешь. Это адвокат пользователя, часто называют. Да. Сейчас, наверное, спустя время я понял, что иногда без таких способов у нас, допустим, как у компании, не будет просто денег. Все-таки когда-то это работает, когда-то это не работает, но... Вот, допустим, мне нравятся продукты, которые меня как пользователя не обманывают, допустим, они как, Airbnb, например. Мы все знаем, что у Airbnb классный дизайн, у них очень чистый дизайн, и, честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы вот в таком продукте, как Airbnb, был какой-то такой сценарий или dark pattern, про которые тоже часто говорят. Dark pattern используют в угоду удобности дизайна. И вот у Airbnb такого нет. И это классный продукт, которым много кто пользуется, популярный продукт. И мне все-таки кажется, что можно делать продукты, в которых не используешь dark паттерны, не используешь такие вот вещи, которые влияют на то, чтобы ухудшить дизайн пользователей в угоду прибыли. Слушай, Airbnb ты, наверное, противопоставляешь букингу. Да. Честно говоря, я не пользуюсь букингом, потому что его интерфейс меня, честно говоря, вводит в когнитивный диссонанс каждый раз. Не понимаю, куда нажимать. Они, там все везде кричат, что там скидка. Но, да, я скорее выберу Airbnb, нежели чем Booking. Наверное, как и ты, мне кажется, нет? Как ты считаешь? Я и тем пользовался, и меня в Booking всегда удивляет, что на... по-моему, 2-м или 3-м месте, когда ты ищешь что-то где-то пожить, искал, сейчас в России Booking запрещен, он не работает, не суть, и там всегда было, вот этот номер уже только что забронировали. И я никогда не понимал, нахрена вы мне его показываете, если он уже забронирован, почему я должен взгрустнуть? И там всегда этот номер сейчас просматривает 5 человек. Типа, успейте забронировать. Да, вот этот стресс, который они создавали, наверное, это приносит денег. И я не знаю, какой баланс, но если что, я в букинге бы не стал работать. Я тоже. Компания гигантская, офигенная, но это они создают вот этот эффект фома, когда ты, эффект упущенной возможности, когда ты там видишь какое-то классное предложение, и тут его бац, и забронировали. И ты такой, блин. Все-таки, да, Airbnb таким не занимается. Слушай, мне кажется, Airbnb занимается немножко другим. Они в свое время наняли фотографов и поехали фоткать качественно квартиры. И я сталкивался с тем, что забронировал прекрасную квартиру на фотках, но в реальности, оно, но если снять чуть-чуть под другим углом, там просто караул. Да, я тоже с таким встречался. Я даже тут, правда, не знаю, чья вина, то есть вина ли это бизнеса, или дизайнера, или кого-то еще, или того человека, кто сдает квартиру, но тут... Да, не просто. Все хотят преподнести свой продукт. Продукт, имею в виду, квартира, без разницы что. Себя в Инстаграме. Да, это тенденция времени. С лучшей стороны, да. Но
по крайней мере, для Airbnb, вот лично чего мне не хватает, это видео. Ну, то есть, если бы просто владелец квартиры снял видео, прошелся по квартире, все бы стало намного очевиднее и понятнее. Это правда. Да. А просто фотки ты смотришь, но я даже не понимаю, какая площадь у квартиры, допустим, по фотографиям иногда. Ну да. Ну да. вот, по видео понятнее. Да. Слушай, расскажи про текущую компанию. Как тебе сейчас работается, какие сложности бывают или не бывают, не знаю, поделись. Давай, наверное, для контекста скажем, где это вообще, где я работаю, чем мы занимаемся. Я работаю в компании The Open Platform. Это компания, которая занимается развитием инфраструктуры для блокчейна-тон. Блокчейн-тон — это сейчас один из самых популярных, наверное, блокчейнов в мире. Он там на 9-м месте в рейтинге CoinMarketCap. Это достаточно известная площадка, которая оценивает блокчейны по надежности, по капитализации и так далее. И мы занимаемся развитием таких там продуктов, как, например, NFT-маркетплейсы, кошельки для блокчейна, это DeFi-инструменты. Слушай, я вообще ничего не понимаю, поэтому если ты мне будешь более подробно рассказывать, да, ответь на вопрос сначала. Почему вот это вот блокчейн и криптовалюта, почему туда ты пошел? На самом деле, мне просто нравится крипта. Мне нравится это направление, как, знаешь, будущий задел нашего развития. Даже, не знаю, как человечество, можно сказать так. Это, в общем, да, просто будущее денег. Это, наверное, то, чем мы там в будущем все будем платить. Потому что я сейчас плачу криптовалюты достаточно часто. Чуть ли, наверное, не каждый день. У тебя зарплата в крипте? У меня зарплата, не в крипте, в драмах армянских. Но часто мы, допустим, с моей девушкой перекидываем друг другу деньги именно в криптовалюте, потому что у нее нет армянского банка, у меня нет казахского банка, и как нам перекинуть деньги там за что-то? Мы что-то делим просто все равно, и мы перевозим друг другу криптовалюту, например. Нет ли проблем с криптой? Проблемы есть ее только единственно вывести, например, потому что тебе приходится заходить на обменники, обменивать крипту на фиатную валюту, и это иногда бывает стрессово, потому что тебе, прикинь, там нужно перекинуть там $2000 какому-то человеку, которого ты даже не знаешь, не видишь. И ты такой, а если меня сейчас обманят, а если деньги куда-то не туда уйдут, и если что-то случится. В общем, да, бывает иногда такое. Но в целом проблем как таковых сейчас у меня, по крайней мере, нет, но, может быть, я просто научился ей пользоваться. Потому что там же есть тоже все равно несколько там сетей, допустим, у того же самого криптодоллара. Там TRK-20, сеть Ethereum, сеть Тона, в общем. Нужно в этом во всем разобраться, но когда ты разбираешься, ты уже начинаешь понимать, как это работает, и каких-то проблем как таковых уже не появляется. Как это с Телеграмом связано? Как вы взаимодействуете? С Телеграмом напрямую это никак не связано. Допустим, юридически это никак не связано. Но как недавно буквально Андрей Рогозов, наш SEO, и Павел Дуров прямо на сцене публично объявили о коллаборации, о создании продуктов на Тоне, которые будут в себя включать еще и интеграцию с Телеграмом. Поэтому сейчас, да, мы ждем каких-то интеграций с Телеграмом, с Тоном. Такие уже есть, например, это кошелек Wallet внутри Телеграма, у которого 15 миллионов пользователей. И да, вдруг если наши зрители пользовались Телеграмом, то они могли точно заметить этот кошелек. Я видел, прям недавно, какую-то акцию, что Телеграм, переведи куда-то там в Телеграм, на кошелек получи бонусы 20% годовых или 25% годовых, какая-то акция. Я попробовал, перевел там копеечку, какие-то тонны. Я до сих пор не понимаю, как их вывести или что разобраться в этом. Но это именно то, что ты делаешь. Я правильно понимаю? Да, но я не делаю этот кошелек. Кошелек у нас делают другие ребята, другая команда просто. У нас в компании по командам это работает. Но да, можно сказать, что примерно что-то такое подобное. Прикольно. Есть ли у тебя гордость смотришь в приложение, видишь там часть своих работ и такой прикольно. Да, бывает такое иногда, берет гордость. Знаешь, тут видишь то, что ты сделал, и
смотришь на это с точки зрения того, как это можно еще улучшить. Вот. Иногда бывает даже стыдно какие-то решения показывать. Такой, блин, здесь я вот не дожал. Здесь надо было сделать лучше немного. Здесь я мог там как-то по-другому это, допустим, нарисовать. Поэтому, да, иногда бывает такой, типа, блин, класс, берет гордость, но иногда ты такой, не хочу показывать никому. Слушай, а вот у тебя есть старые работы, ты на них смотришь? Вторая работа? Старые работы. Старые работы. Где-нибудь там 5 лет назад, 3 года назад, там, допустим. Да, у меня есть папка на Яндекс.Диске, Ага. где, знаешь, я просто ради, не знаю, фана, прикола скидывал туда все там свои старые работы, которые у меня были. И когда, знаешь, там с одного компьютера переезжаешь на другой, когда вот у меня еще не было Мака, я просто скидывал все это на Яндекс.Диск, вот там все файлы, которые у меня были, иногда, да, у меня там есть старые работы, которые я пересматривал, такой, господи, как я мог такое делать вообще? Ну, это когда, вот, знаешь, там первый год только занимаешься дизайном, ну, как бы уже вот с текущего момента смотришь на свои работы и понимаешь, что, да, вот тогда, конечно, был уровень. Стыдно за свою работу становится? В тот момент? Нет, когда ты смотришь после. Да, наверное, чуть-чуть. Но понимаешь, что это было давно и уже неправда. Вот, поэтому... Да, вот учебные работы смотришь особенно, там, свои первые работы, которые рисовал в фотошопе, там, в 2015 году, наверное. Я тогда еще даже не знал про скетч. Вот, я такой, фотошоп, наверное, там делают интерфейсы тоже. А только когда скетча не было, все в фотошопе делали? В иллюстраторе даже слышал некоторые рисовали. Иллюстраторе, да. Был либо фотошоп, либо иллюстратор, потому что больше негде. А ты с чего начинал? Я начинал с фотошопа. Я пробовал иллюстратор, но фотошоп мне показал, я сейчас удивительно скажу, но он мне был понятен. То есть там... Хоткеев я изучил очень много. Вот, у Ильи Бирмана, у него есть специальное видео, где там суперавтоматизация и прочее. Но, конечно, когда появился скетч и потом в дальнейшем фигма, это, конечно, был просто небо и земля. Да. Вот, поэтому я прям быстро перескочил. Кирилл, хотел спросить про путешествия. Ты много где пожил, насколько мне известно. Расскажи про свой опыт путешествий, как вообще живется в других странах, где побывал. Это интересный опыт, я бы так сказал. Я жил, наверное, 1,5 года в Азии в целом. Это Таиланд, Бали. Вот мы заезжали недавно в Южную Корею. Мы там, правда, немного провели, всего 2 недели. И вот ездил еще в Соединенные Штаты. Тоже единственный у меня, конечно, наверное, такой гештальт, который я не закрыл. Я не был в шенгенской зоне. Я был в Европе, например, в Сербии, но это не та Европа, которую все-таки хочется увидеть. Вот, также еще заезжал в Бразилию. Мне тогда было 19 лет, и это был прям такой, знаешь, отчаянный опыт. Тогда был ковид, много стран были закрыты. Просто не было прямого там авиасообщения. И Бразилия была та единственная страна, которая была открыта. И я тогда был в Сочи. Мы что-то с ребятами, когда я работал ВКонтакте, поехали в Сочи. Была классная погода, а был февраль. Я такой думаю... Если я сейчас поеду из Сочи в Москву, то я вернусь в вот эту вот депрессивную снежную погоду в феврале. Тогда еще что-то снег начал таять. И сколько ты там провел времени? Бразилия? Да. Бразилия был 3 недели. Я сразу же после Сочи я купил билет буквально за 3 дня до поездки. Я не посмотрел, что в Бразилии введены вот эти ковидные ограничения, и там в Бразилии все было закрыто. Там рестораны... Там вообще все. В общем, я просто гулял, заказывал еду на вынос, ел на тротуарах, на бордюрах. В общем, было интересно. А Бразилия — это на самом деле не то направление, там, Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, в которое ты поедешь один, тем более еще в таком возрасте, как у меня, там, 19 лет. В общем, иногда было опасно, иногда было страшно. Вот, Страшно было? Да, иногда. В какие моменты? Например, ты идешь в Рио-де-Жанейро, и мимо тебя проходят чуваки из фавел, такие, прям, знаешь, видно, что они на тебя как-то подозрительно смотрят, а Бразилия — это одна из самых опасных стран в целом по преступности. Вот, и ты идешь и понимаешь, что тебя в один момент могут просто ограбить или там, не знаю, там, не дай бог, что-то с собой сделать. У тебя были похожие случаи или просто... Со мной, у меня был случай, когда я подходил к дому, у меня дом был в Рио-де-Жанейро рядом с фавелами, в нормальном районе, но прямо вот, типа, через дорогу были фавелы. И я иду домой, и там несколько чуваков такие: стой, давай поговорим. А я по-португальски ничего же не могу сказать.
Вот, я просто так шел домой энергично, еще более там, ну, как бы быстро, чем я шел. Вот, и там на этаже подо мной жил мой хост с Airbnb, и он просто чувакам что-то крикнул, они отстали, и я уже пошел домой. Вот, только такая история была. Ну и просто я как бы был в Сан-Паулу в центре, там, ну, в центре никто не живет из таких состоятельных людей. Все богатые люди в Сан-Паулу, они едут за город. В центре живут небогатые люди. В центре живут маргиналы, бомжи. Серьезно? Да, вот. И я как раз гулял по центру, ну и ты чувствуешь себя, конечно, прям, знаешь, так, не в самой безопасной стране, я бы сказал. Офигеть. О, да, местами было прям страшновато. Но я еще в Рио не ездил прям в такие опасные районы, потому что там есть действительно опасные районы, в которые лучше не приходить. Я выучил даже слово, которое надо кричать, если тебя вдруг, там, знаешь, там можно зайти на территорию наркокартеля. Вот, и они тебя начинают, там, допустим, на оружие на тебя направлять, типа, кто ты такой, и надо кричать «гринго», типа, иностранец. Вот. И в таком случае, возможно, тебя как-то что-то и спасет. Офигеть. Вот, поэтому я, да, гулял в Рио только по безопасным, ну, относительно безопасным районам. Вот, прикол. Поэтому, да, было интересно. Ну, в Азии, в Штатах, что удивительно, в Штаты я ездил в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк, был еще Сан-Диего и хотел заехать в Сан-Франциско, но не доехал, потому что я заболел, прям в путешествии. Я прям жестко простудился и не доехал до Сан-Франциско. Но зато чуть больше времени провел в Сан-Диего. И для меня, знаешь, Штаты — это всегда было какое-то такое направление. Я всегда мечтал побывать в Штатах, потому что мы смотрели фильмы, мы смотрели видео на Ютубе, там, ой, как классно в этом Лос-Анджелесе, там пальмы, солнце. Ну, американская мечта, да, приедешь. американская мечта, все кайфуют, что-то на кабриолетах катаются. Но когда я приехал в Лос-Анджелес, я был прям, честно говоря, очень сильно удивлен, потому что... Удивлен в хорошем смысле? В плохом. В плохом? Да, потому что Лос-Анджелес... Ну, возможно, не хочу там отговаривать наших зрителей, вдруг кто-то хотел поехать в Лос-Анджелес, это точно стоит сделать. Но Лос-Анджелес, он прям, знаешь, такой... Он как Бразилия, то есть он очень опасный местами. Ты не чувствуешь себя в безопасности, там нельзя погулять, потому что психи, наркоманы, бездомные, они там вообще везде. Ну, то есть прям весь Лос-Анджелес, он... В центре? Вообще везде практически. Ну, там, я жил в Западном Голливуде, Западный Голливуд там, ну, прям реально опасно. И первый день, когда я приехал в Америку, я такой думаю, ну, наверное, Лос-Анджелес — это же огромный город, в котором есть метро, автобусы, и ты будешь просто там кайфовать от там общественного транспорта. Ну, как в центре Москвы, наверное. Да. Я такой подождал автобуса 30 минут, потом поехал на метро, а в метро в Лос-Анджелесе это только для маргиналов и тех людей, у которых нет денег на собственный автомобиль. Ну, потому что Лос-Анджелес, как и Америка, это чисто автомобильная история. Вот, и метро Лос-Анджелеса — это место, где ты постоянно чувствуешь запах травы. Постоянно ее курят, вообще абсолютно везде, там легалайз, и от этого ты чувствуешь себя, конечно, не очень безопасно. Вот, на второй день я уже забронировал себе машину, потому что я понял, что, ну, я не смогу, это просто опасно передвигаться на автобусах, на метро, ходить пешком. Я себе арендовал автомобиль, и все, и ощущения кардинально изменились, потому что все для автомобилей сделано очень хорошо. Ты можешь там не выходить никуда из машины, вот, тебе не надо гулять, ты приезжаешь, то есть у тебя путь выглядит так, что ты приезжаешь из одного безопасного места в другое безопасное место, а вот между вот этими безопасными местами как раз-таки психи, наркоманы, которые иногда не очень дружелюбно настроены к тебе. У тебя тоже какие-то ситуации были? Нет, ситуации не было, но просто когда ты там, допустим, стоишь на светофоре, и ты видишь... вот этих вот людей, ты как бы, ну, как бы, они тоже люди, все понимаю, все как бы правильно, но чувствуешь себя так, что ты просто хочешь сидеть в машине и никуда не выходить. Напряжение, то есть. Да, напряжение, оно точно существует. Но когда я уже выехал за Лос-Анджелес, честно говоря, Лос-Анджелес — это один из самых худших городов, в которых я был. Хуже, чем в Бразилии? Я бы сказал, они, наверное, на одинаковых местах. Ну, подожди, там есть какие-то очень красивые, да, красоты, да, то есть все-таки фотки все видели, красота же. Да. Вот, типа из-за бомжей, из-за... Из-за того, что они запустили свой город очень сильно в этом плане.
Да, потому что там нет никакой инфраструктуры для пешеходов. Вот я был в городе под названием Глендейл, недалеко. Это город в агломерации Лос-Анджелеса. Когда ты взял уже машину? Да, я туда доехал, там типа полчаса от Лос-Анджелеса, и вот это прям потрясающий город. Это армянский на самом деле город, то есть там 80% жителей Глендейла — это армяне, что удивительно. То есть это переехавшие армяне просто. И это мега безопасный город, очень красивый. Там в центре города есть такая огромная площадь. Вот там прямо, знаешь, все так оформлено под старину. Очень красиво, очень чисто. Вот самый главный, наверное, тоже вопрос к Лос-Анджелесу, то, что он очень грязный. Вот как раз за ним не ухаживают особо. Бомжи, психи, они там прям палатки ставят на тротуарах, и ты вот ходишь как бы и боишься. В Глендейле такого нет. Вот, там очень безопасно. У нас многие ребята смотрят и начинают свой путь в дизайне. Вот, и я помню, что ты в подкасте «Дизайн прост» советовал ребятам перерисовывать дизайн известных каких-то компаний и нарабатывать руку. Ты сам это делал? Да, я делал это в начале своей карьеры, и это невероятно полезная практика, я бы так сказал, потому что перерисовывая работы других дизайнеров и других специалистов, тут важный момент, стоит сделать оговорку, нужно перерисовывать хорошие работы. А как ты поймешь, что это хорошая работа, когда у тебя... Когда у тебя нет опыта. Да. Возможно, спросить более опытных дизайнеров, более опытных коллег. Ну, например, есть такая площадка, как Dribbble. Думаю, что много людей про нее знают, но не все хорошие работы есть на Dribbble. То есть там ребята некоторые рисуют просто красивые картинки, которые функционально трудно реализуемы, допустим, в реальной жизни. И есть, например, другой ресурс под названием mobin.com. Там скриншоты всех сценариев в реальных мобильных приложениях. То есть вот там есть какое-то приложение, не знаю, там тот же самый какой-нибудь банк Revolut или... Там нет российских продуктов, там только зарубежные, но в целом как бы паттерны везде-то плюс-минус одинаковые. Вот, поэтому можно срисовывать уже какие-то спроектированные, созданные приложения, и там на самом деле популярное приложение достаточно качественное. Там тот же самый Instagram. Не будем залезать в его там глубокие разделы, иногда они сделаны не очень хорошо. Какие-нибудь там популярные приложения, да, они сделаны классно. Допустим, вот Яндекс.Го, на мой взгляд, отличный пример. Вот у них классный дизайн. И вообще, на самом деле, интерфейсы Яндекса в целом отличная. То есть там прям сильная школа дизайна, на мой взгляд. Поэтому можно вот оперироваться на такие большие продукты и их перерисовывать. И вот скажи, там человек перерисует 3, например, каких-то известных интерфейса. Классно. Что дальше? А дальше пытаться сделать какое-то свое портфолио. Если ты имеешь в виду найти работу, да, правильно я тебя понимаю? Мне кажется, что просто ты перерисовываешь, набиваешь руку, потом просто создаешь какие-нибудь фейковые работы. Например, там придумываешь несуществующий банк или несуществующее мобильное приложение по заказу такси и просто пытаешься сделать какой-то дизайн для этого приложения и потом оформить его в кейс или, не знаю, там, добавить на свой сайт. В общем, какое-то собрать для себя портфолио самое минимальное и с ним уже выходить на рынок, искать работу. Если у вас не получается попасть в продуктовую компанию, попасть в студию, набивать себе руку и потом уже пытаться попасть в прям такую большую продуктовую компанию. И перебором, возможно, если вы еще хорошо себя сумеете продать и показать, что вы умеете, возможно, у вас получится попасть на позицию, там, не знаю, там, junior-дизайнера или middle-дизайнера в ту же самую большую продуктовую компанию. Просто наш это как вот просто перебор. Пробуешь. У нас же много компаний, на самом деле. Я бы, наверное, вот делал каким-то образом так. Кирилл, спасибо, было супер интересно. Вот. У меня последний вопрос. Какой бы ты совет себе дал, если бы встретил себя как начинающего дизайнера? Мне кажется, что я бы, наверное, себе посоветовал углубляться в детали, копать более глубоко во всем. Допустим, ты что-то изучаешь, ты что-то смотришь, и не останавливаться на поверхностных знаниях, которые у тебя есть из этой темы, а уходить глубоко. Таким образом, ты даешь себе возможность чуть больше узнать о теме, которую ты изучаешь,
получить больше какого-то опыта, насмотренности, и это тебе поможет в твоей работе, вообще в жизни в целом. Поэтому, наверное, я бы такой совет себе дал. Спасибо, Кирилл, что поделился. Было очень интересно послушать твои мысли, твои путешествия, твою карьеру, как ты начинал. Это вообще увлекательная история. Ребята, спасибо, что были с нами. Я надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока.